С каждым годом на нашей планете остается все меньше мест с дикой природой. Цивилизация активно наступает на окружающую среду. Как сохранить самые уникальные природные ландшафты с разнообразием животного и растительного мира, чистым воздухом и прозрачной водой? Эту проблему решают особо охраняемые природные территории. В первую очередь заповедники и национальные парки. В России их число постоянно растет. Одна из таких охраняемых территорий в 2010 году организована в высокогорном Кошагачском районе Республики Алтай. Национальный парк Сайлюгемский находится в самом центре Алтая-Саянской горной страны на стыке России, Монголии, Казахстана и Китая, одного из немногих регионов планеты с высоким уровнем биологического разнообразия. Основная задача национального парка – сохранение крупнейших в Горном Алтае группировок снежного барса и алтайского горного барана – аргали. В районном центре, селе Кошагач, проходит семинар, обучающий поиску следов снежного барса. Сотрудникам парка предстоит исследовать труднопроходимый район с узкими глубокими ущельями. Нет, он говорит, что может, что мы просто не сможем здесь. Бывалые проводники, инспекторы подходят к разработке зимнего полевого маршрута очень тщательно. Природа непредсказуема, и в пути участников экспедиции ожидает много опасностей и преград. Автомобильная дорога следует вдоль реки Аргут с двумя переправами. На реке с быстрым течением и порожистым каменным руслом образовались высокие ледяные забереги. Опытные водители знают, что зимой в такую дорогу лучше отправляться на нескольких машинах. Работа в команде помогает справиться с непростой задачей. От стоянки начинается конный маршрут. Весь скарб укладывается в арчимаки. Лошади в этих суровых местах – незаменимые помощники человека. В экспедицию отправятся подготовленные кони, способные передвигаться по узким тропам на крутых склонах и по речному льду. Инспекторы проверяют, хорошо ли подкованы лошади. На твердом каменистом грунте подковы изнашиваются быстрее. Правильно подковать лошадь – работа, требующая большого мастерства. Копыта очищают от грязи, подрезают отросший роговой слой. Размер подковы определяется с большой точностью.
Гвозди забиваются в нечувствительный копытный рог, поэтому животное не испытывает боли. После ковки смотрят, как двигается лошадь, не хромает ли и равномерно ли ступает на все 4 ноги. Только после этого процесс подковывания можно считать завершенным. Сборы окончены. Пора в путь. Вперед! Среди 3 участков или кластеров, на которые разделена территория Сайлюгемского национального парка, кластер Аргут выделяется нетронутой человеком природой. Он удален от автомобильных дорог и населенных пунктов. Высокогорный и горно-долинный рельеф Северо-Чуйского, Южно-Чуйского и Катунского хребтов с большими перепадами высот помогает сохранить первозданную природу этих необыкновенных ландшафтов. Аргут – один из притоков крупнейшей реки Горного Алтая – Катуни. Название реки образовано от алтайского слова «архыт» – мешок для приготовления кумыса. Действительно, словно в мешок сливаются полноводные реки Ак-Калаха и Джазатар, образуя величественный и грозный Аргут. В Аргуте влияние скотоводов на окружающую среду невелико. С учетом интересов местного населения, которое традиционно занималось отгонным животноводством, в национальном парке разрешена ограниченная хозяйственная деятельность. В пределах территории кластера Аргут расположено всего несколько животноводческих стоянок. В условиях высокогорья и сурового климата чебанам приходится нелегко. Но жители гор – люди крепкие, трудолюбивые и гостеприимные. Они всегда поделятся кровом и пищей с путниками, пришедшими в эти безлюдные места. У конной тропы лежит деревянный остов традиционного алтайского седла начала XX века. Как и памятники археологии в Аргуте, он напоминает о том, что человек всегда был неотъемлемой частью этой древней земли.
Экспедиция продолжает движение в сторону реки Юнгур. В пути зоркий внимательный взгляд отметит много интересного. Кто пометил свою территорию на стволе дерева? Возможно, эти задиры сделал снежный барс? Исследование флоры, фауны – задачи не только научного отдела национального парка. По сезонам года государственные инспекторы проводят учеты численности и места обитаний диких животных. Во время экспедиций они регулярно ведут дневники наблюдений, собирая первичную информацию для отдела науки и летописи природы парка. Неоценимую помощь в изучении богатой фауны парка оказывают камеры фото- и видеофиксации или фотоловушки. Они позволяют наблюдать за разными животными в их естественной среде. Здесь открывается удивительный мир, обычно скрытый от глаз человека. В Аргуте в объектив фотоловушек попадают копытные, сибирский горный козел, реже морал и кабарга. Теми же тропами следуют хищные животные – волк, медведь, лисица и рысь, имеющие в этих местах хорошую кормовую базу. Вот по звериной тропе идет кабарга. Это небольшое парнокопытное весит всего около 18 килограммов. Пугливая и осторожная, кабарга активна в сумерки и ночью. И как тут не бояться, когда вокруг столько неприятелей? Самый беспощадный враг сибирской кабарги – человек. Дело в том, что на брюхе самца кабарги имеется железа, содержащая мускус, ценнейшее вещество с древности, используемое в восточной медицине и парфюмерии. В народе ее называют струя. Из-за высокой цены на мускусную железу с начала 90-х годов прошлого века кабарга хищнически истребляется по всей Сибири. Только один браконьер может поставить от 50 до 200 петель. В таких условиях животным практически невозможно выжить. В петли попадают не только кабарга, но и другие звери, в числе которых и снежный барс. Бдительная служба охраны несет круглогодичную вахту в кластерах национального парка, следя за соблюдением природоохранного режима. Нередки случаи, когда во время антибраконьерских рейдов государственные инспекторы конфискуют петли, капканы и незаконное оружие. Такая работа требует оперативности и профессионализма. Каждая вовремя обнаруженная петля и капкан в лесу – это чья-то сохраненная жизнь. Река Юнгур – заповедное ядро кластера Аргут. Это правый приток реки Аргут длиной около 40 километров.
Он берет начало в ледниках западных склонов Северо-Чуйского хребта, достигающих высоты около 4000 метров над уровнем моря. Одно из значений слова «үнгүр» – «звонкий». Лошади – единственный вид транспорта, которому доступны эти места. Ежедневно они преодолевают множество препятствий. То следуют вдоль сыпучего склона по краю ущелья, то спускаются вниз к реке. Коням требуется внимание и уход. Случается, и эти сильные выносливые животные могут заболеть в пути. После трудного перехода всем необходим отдых. В февральские холода палатка с печкой защищает от низких температур и пронизывающего ветра. Здесь легче приготовить горячую пищу и отдохнуть за дружеской беседой. Сибирский горный козел или козерог – самый многочисленный представитель парнокопытных в Воркуте. В первой половине XIX века исследователь Алтая Фридрих Геблер отметил, что козлы держатся по скалистым берегам реки Аргут, ее притокам Коксу и Каир. Сегодня в Сайлюгемском национальном парке продолжают изучать экологию этих знаменитых обитателей высокогорий. Крутые бесснежные склоны помогают козлам спасаться от естественных врагов – волка, рыси и росомахи. Но есть еще один хищник – отличный скалолаз, основа рациона питания которого составляют эти парнокопытные. Его называют властелином неприступных гор. Слово «ирбис» в переводе с тюркского означает «снежная кошка». Это редкое животное до сих пор недостаточно изучено. Плотность его популяции невысока, образ жизни скрытный, и обитает он в труднодоступных высокогорных ландшафтах. Камера фото- и видеофиксации помогает получить массу объективных сведений о численности, местообитаниях и поведении барса. Кроме копытных, барсы охотятся на мелких животных – сурков, пищух, зайцев, особенно в летние месяцы. Алтайский улар тоже служит пищей ирбису. Эти оседлые птицы обитают в каменистых осыпях с тундровой растительностью. Они держатся южных склонов, где зимой меньше снега. Питаются семенами, клубнями и побегами растений. Экспедиция в Аргуте подходит к концу. Пройдены десятки километров. Проведены учеты разных видов животных. Обнаружены следы жизнедеятельности снежного барса. Установлены дополнительные фотоловушки. В урочище Бартулдак сняты 60 браконьерских петель на кабаргу. Горы все еще не отпускают людей, создавая трудности в пути. Дорогу на перевал перемело глубоким снегом. Плохая погода и преодоление препятствий в пути не проблема для сотрудников национального парка. Это их привычная каждодневная работа на службе охраны природы. Отличная дорога.
лето. Склоны гор, долины и ущелья рек в Аргуте поражают разнообразием оттенков. Ярко-синее небо обрамляет заснеженные вершины. Реки напитались потоками воды, которую принесли с тающих склонов и ледников сотни ручьев. На реке Карагем начинается экологический пешеконный маршрут тропою алтайских козерогов. Он проходит по живописным ландшафтам кластера Аргут на стыке отрогов трех хребтов. Национальный парк задался целью сделать эту непростую протяженную тропу максимально безопасной и удобной как для передвижений инспекторов, патрулирующих территории Аргута, так и для организованных туристских групп. Сайлюгемский национальный парк и прилегающие к нему территории имеют большой потенциал для развития регулируемого познавательного туризма. С перевалов и вершин кластера Аргут открываются захватывающие виды на Белуху, высочайшую вершину Сибири. Увлекательные пешие, конные, альпинистские маршруты привлекают в эти места путешественников и исследователей со всего мира. Еще в XIX веке известный географ, ботаник и гляциолог Василий Сапожников занимался исследованиями оледенения Горного Алтая. В своем труде «Катунь и ее истоки», изданном в 1901 году, ученый описал и реку Аргут с его притоками. Исследователь открыл многие ледники и составил их точные карты. Среди них ледник Минсу, спускающийся с восточного склона Белухи. Минсу или ледник Сапожникова – один из крупнейших на Алтае. Его длина 10,5 километров. Он питает реку Иядыгем, приток Аргута. Как и вся Алтайская земля, долина реки Аргут хранит тайны ушедших эпох. Здесь можно увидеть раннескифские, скифские и древнетюркские курганы, а также изваяния и ритуальные сооружения неизвестного назначения. Да, когда-то здесь кипела жизнь. Какие народы населяли эти дикие места? Немало загадок предстоит разгадать ученым в таинственном Аргуте. Золотая осень – удивительная пора. Вода в реках становится бирюзовой, а воздух – прозрачным. Вся живая природа набралась силы и приготовилась к суровой зиме. В сентябре начинается гон моралов, который местные жители называют ревом. В этот период самцы организуют гаремы из нескольких самок. В другое время эти рогатые красавцы пасутся отдельно. Рев оленей можно слышать около месяца. Он разносится очень далеко, за несколько километров. Зимой моралы держатся на малоснежных угодьях, на сдувах, крутых склонах, санцепеках, где много кустарников, молодой древесной поросли и прошлогодней травы. Путешествие по Аргуту завершено. Его природа сурова и величественна, но так хрупка и уязвима. Это общий дом для сотен видов живых организмов, место обитания редчайших животных, которых почти истребили в других регионах планеты. Наша задача – сохранить эту девственную природу нетронутой, чтобы тайга была щедрой, а реки – полноводными и чистыми, чтобы снежный барс оставался живым символом горных вершин, а люди поняли, что каждое растение и животное имеет право на жизнь.
Отношение к окружающей среде – это фундамент нашего будущего. Сохраняя природу Аргута, мы сохраняем уникальное природное наследие Горного Алтая.